В этом выпуске как выполнять срезку так, чтобы ошибался соперник, как с помощью срезки выигрывать позицию для атаки и как обучиться этому элементу, если у вас нет тренера. Смотрите этот ролик до конца, и вы узнаете, как пользоваться этим элементом, чтобы он приводил к победе, а бонусом в конце ролика расскажу про самую популярную ошибку при срезке и как ее исправить. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы получите много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. Мы начинаем. Срезка – это элемент с нижним вращением. Выполняется у стола и используется для приема нижних подач или отражения нижнего вращения соперника. Срезка отличается от подрезки, что она играется по нижним и плоским мячам, а подрезка – это защитный элемент, который выполняется по атаке соперника в средней и дальней зоне и имеет широкую амплитуду. Также есть выражение кач, или, как говорят в теннисном мире, качать мяч. Это играть продолжительное время срезками на столе. Часто теннисисты используют термин подрезка, имея в виду именно срезки. Срезка слева является простым элементом в освоении, но в то же время хорошим промежуточным элементом для подготовки своей атаки. Раньше срезка выполнялась в полуразворота, и задача была дать как можно больше вращения мячу, так как мяч крутился сильнее и была вероятность дождаться ошибки соперника. Теперь же мяч летел стать медленнее и крутиться хуже. От этого техника претерпела некоторые изменения, и этот элемент превратился в скоростной и острый ход, задачей которого является сократить время реакции оппонента, чтобы он не успел начать атаку или вернул удобный нам мяч для контратаки. Также поясню, что есть два варианта срезки. Первый – это для начинающих и любителей. Он выполняется плавно в наивысшей или восходящей точке. И второй – острый вариант восходящей точки, который выполняют профессиональные спортсмены. Начинающим и любителям, которые только осваивают этот элемент, не стоит учить сразу второй вариант, так как от этого получается дерганный теннис, много ошибок на приеме подач и в целом зажатость в игре, что сильно замедляет дальнейший рост игрока. Поэтому все постепенно, шаг за шагом, уверенно двигаемся к нашим целям. На начальном этапе мы делаем акцент на контроль, чувство зацепа и легкость при выполнении удара. Создаем фундамент для профессиональной техники. Рассмотрим базовую технику выполнения срезки. После перейдем к обучению. Исходное положение. Ноги чуть шире плеч, правая нога впереди, в пол стопы. У левшей, соответственно, левая. Плечи наклонены вперед и смотрят в направлении удара. Кисть с ракеткой находится по центру, локоть отведен немного в сторону. Угол ракетки примерно 45 градусов. Вес тела распределить равномерно на обе ноги. Замах. В момент, когда мяч перелетает сетку, мы начинаем переносить вес тела немного на левую ногу и слегка сгибать предплечье на себя. Кисть неподвижна. Точка контакта. Удар выполняется нижней частью ракетки по нижней части мяча в восходящей точке отскока. Удар. В момент отскока рука начинает разгибаться. Предплечье выполняет плавные движения вокруг локтя вперед. Кисть расслаблена, но в то же время зафиксирована и не делает никаких движений во время контакта. Происходит касание нижней частью ракетки по нижней части мяча, одновременно перенося вес тела на правую ногу. Окончание движения. Вес тела на правой ноге, предплечье разгибается, кисть по инерции доигрывает, смотрит в направлении удара. Важный момент. Перед самим контактом с мячом кисть не делает замах, но в момент окончания она доигрывает, задавая направление удару. О всех тонкостях и нюансах срезки будет отснят отдельный видеоурок. А чтобы не пропустить его выход, подписывайтесь на группу в телеграм-канал. Теперь переходим к обучению. Первое, с чего мы начинаем, это с чувства зацепа. Упражнение 1. Прокатываем мяч по ракетке. Ракетка параллельно столу тыльной стороной вверх. Кладем мяч и ракетку и быстро прокатываем за счет разгибания предплечья. Задача, чтобы мяч стремился назад после отскока. Упражнение 2. Берем мяч, бросаем о стол и выполняем резкое разгибание предплечья.
Кисть при этом легкая, но не шевелится. Мяч должен улететь за стол и покатиться обратно. И если это удалось, то мы научились вращать мяч. Упражнение 3. Бросаем мяч об свою половину и делаем то же самое, но с меньшим усилием. Смотрим, крутится мяч или нет. Для наглядности можно покрасить мяч пополам. Отлично, зацеп почувствовали. Теперь выстраиваем технику. На начальном этапе учимся играть в наивысшей точке. Это необходимо, чтобы мы могли научиться правильно обрабатывать мяч. Да, он будет лететь выше обычного, ничего страшного. Разрабатываем предплечье. Упражнение 1. Имитация. Встаем у зеркала или ставим камеру. Начинаем выполнять имитацию. Чтобы лучше почувствовать ускорение и амплитуду движения, делаем замах до плеча и разгибаем вперед до отказа. Упражнение 2. Выполняем то же самое по колесу. Можно взять колесо на липучке, перевернуть его и выполнять удар. Упражнение 3. Выполняем то же самое с ударом по мячу. Положили руку на плечо, бросили мяч, он начал взлетать в верхней точке и обработали его. В случае, когда вместо вращения получается толчок и мяч не крутится, можно поставить себе ориентир для окончания. Мы выполняем удар, и надо довести удар до ракетки и положить на нее лопасть под таким же углом. Это помогает играть с более острым углом. Я это упражнение использую с малышами, и оно эффективно работает. Теперь выравниваем технику удара. Когда научились обрабатывать мяч с длинной амплитудой, начинаем укорачивать движение. Смещаем локоть немного в сторону, так чтобы кисть с ракеткой была по центру от нас. И повторяем первые 3 упражнения в той же последовательности. Работа ног. Упражнение 1. Отрабатываем покачивание вперед-назад. Добиваемся легкости. Задача почувствовать вес тела. Упражнение 2. Выполняем покачивание с замахом. Упражнение 3. Выполняем покачивание с имитацией удара. Упражнение 4. Выполняем перенос веса на левую ногу. Бросаем мяч об стол, перекатываемся вперед на правую ногу, одновременно выполняя удар. Теперь соединяем все воедино на БКМ. Упражнение 1. Тренер бросает мяч с отскоком об свою половину. Спортсмен выполняет одиночный удар. Упражнение 2. Тренер подает подачу с нижним вращением. Спортсмен выполняет удар по подаче с нижним вращением. Упражнение 3. Игра на стабильность. Тренер подает подачу, спортсмен принимает подачу с резкой и старается удержать наибольшее количество раз. Бонусом покажу одну из ошибок при игре с резками. Бывает, что у игрока подлетает мяч то вверх, то валится в сетку. Почему так происходит? Ошибка высокого возврата происходит по нескольким причинам. Первое. Игрок в конце движения приподнимает мяч вверх, боясь, что мяч полетит в сетку. Второе. Неправильный угол ракетки. Ракетка расположена почти параллельно столу, отчего мяч летит чисто вверх, иногда остается на месте. Третье. Неправильная оценка вращения. Бывает, к нам приходит плоский мяч, а визуально соперник сделал, как нам кажется, нижнее. От этого игрок неверно выставляет угол ракетки, как по нижнему вращению, и мяч взлетает высоко. Здесь на приеме необходимо немного изменить угол ракетки. Ошибка, когда мяч летит в сетку. Первое. Игрок недооценил силу приходящего вращения. Если очень сильное вращение и делать вращение навстречу, будет ошибка. Необходимо лопасть ставить не под углом 45 градусов, а меньше и слегка сопровождать мяч. Вторая. Игрок зажал руку и резко сыграл по мячу. Этим грешат начинающие, пытаясь обострить удар. Третья ошибка. Игра слишком рано. Спортсмен стремится сыграть как можно раньше. От этого у мяча нет возможности набрать необходимую траекторию. Выбираем момент чуть позже, когда отскочил мяч. Наше видео подошло к концу. Вам большое спасибо, что досмотрели его до конца. Ставьте лайки, колокольчики, пишите в комментариях, о чем хотите узнать в моих видео. Подписывайтесь на группу в телеграм-канал. Там выходит много интересных статей про психологию и на другие аспекты игры. На второй канал с короткими видео и, конечно, на основной канал. С вами был Иван Толмачев.
До встречи!